Всем привет! И у нас 13-й урок из серии для начинающих в Blender. В этом уроке Зак расскажет все об освещении. Мы расставим свет в нашей сцене и улучшим текстуру листочка до реализма. Это Bad Polygon, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии под этим видео. Вопросы по урокам можно также задавать в соцсетях и в чатах. Ссылки на свои контакты я оставлю в описании этого видео. Итак, приступим к уроку. Добро пожаловать в 13-ю часть серии Blender 2.8 Beginner Tutorial. В этом видео все об освещении. Мы опробуем различные источники света, создадим хорошее освещение для нашей сцены и скорректируем некоторые материалы, чтобы они лучше смотрелись в общей сцене. В конце мы настроим лист и материал ткани, чтобы свет мог проходить сквозь них. Как всегда, временные метки вы сможете найти в описании этого видео, и если вы хотите следить за уроками, зарегистрируйтесь бесплатно в нашем разделе ресурсов. Там вы сможете скачать все файлы проекта, текстуры и видео из этой серии уроков и наш удобный Blender 2.8 Shortcut PDF. Привет всем, это Зак для CGBoost.com и давайте начнем. Окей, мое трехмерное окно просмотра все еще разделено на два окна. У нас есть вид камеры, который я включил с помощью 0 на нампаде, а здесь общий вид. И если я, зажав среднюю кнопку мыши, на заголовке буду перемещать это в сторону, вы увидите, что все гизмо и наложения отключены. Поэтому мы видим только то, что будет в окончательном визуализированном изображении. Здесь у нас все еще включен Look Dev, и это важно, если вы создаете материалы и тому подобное. Но если мы хотим увидеть окончательное визуализированное изображение, мы должны переключиться на Rendered Viewport Shading. Мы можем сделать то же самое здесь, нажав и удерживая среднюю кнопку мыши, переместить это в сторону, чтобы включить Rendered Viewport Shading. Сейчас мы используем движок рендеринга Eevee. Если я нажму на этот значок камеры, вы увидите, что движок рендеринга установлен на Eevee. У нас есть еще движок рендеринга Cycles, который мы рассмотрим чуть позже. Но сейчас включен Eevee, что означает, что это движок рендеринга в реальном времени. Итак, как вы, наверное, заметили, хоть у нас и нет лампы в нашей сцене, мы все еще можем что-то тут разглядеть. И это потому, что мир, если я нажму на этот значок, не путайте его со значком на вкладке материала внизу. Мир также влияет на освещение. По сути, мы можем добавить сюда окружающее освещение. Как видите, цвет установлен на серый. Мы можем изменить цвет, если захотим, и яркость, но я просто оставлю этот серый. И вы также можете поиграть с силой, но пока мы оставим тут единицу. Позже мы опустим силу до 0, потому что я хочу получить абсолютно черный фон, чтобы только лампы влияли на сцену. Но пока мы ничего не знаем о существующих источниках света, оставим все как есть видимым. Итак, прежде всего, если вы хотите добавить источник света, нажмите Shift-A, перейдите в раздел Light и добавьте один из этих 4 типов света. Давайте добавим лампочку Point, переместим ее в сторону, и ее сила сейчас слишком мала. Давайте перейдем к настройкам лампы. Если у вас выбрана лампа, вы увидите здесь этот маленький значок лампочки, и здесь мы можем менять настройки. Итак, прежде всего, давайте изменим силу, например, на 10. Затем мы можем изменить цвет, как видите. Еще мы можем изменить Specular. Вы можете видеть, что у нас есть этот блик, который должен в основном отображать лампу в отражении, потому что лампа не имеет никакого физического размера. То есть нет лампочки или чего-то подобного. Вот почему у нас есть это виртуальное отражение. И ориентируясь на этот блик, мы можем изменить силу. С помощью радиуса мы можем изменить размер этого виртуального объекта лампы, как вы можете видеть в отражении. Этот круг показывает, насколько он должен быть большим. Далее у нас есть Custom Distance. Если я уменьшу его, я смогу ограничить расстояние до источника света, которое мы также будем использовать позже, но сейчас давайте это отключим. И как видите, у нас есть тени в реальном времени. И их вы можете отключить здесь. Еще у нас также есть куча технических настроек, которые в большинстве случаев помогают нам избежать некоторых мелких ошибок, но мы не будем их рассматривать прямо сейчас. Еще у нас здесь есть Contact Shadow. Иногда вы можете наблюдать, как свет каким-то образом проходит сквозь тень и контактирует с объектом. И если я включу Contact Shadow, то поверх будет добавлена еще одна тень. И при помощи Distance я могу менять ее размер. Это добавляет в сцену немного больше реализма. Итак, давайте удалим эту лампу Point и добавим источник света Sun. Солнечный свет здесь по сути имитирует своего рода солнце.
Положение не так важно, но поворот, если я поверну его, вы можете увидеть, как меняется тень. Эта линия указывает направление, в котором светит солнце. Так я могу изменить поворот. И как видите, здесь у нас также есть это отражение от солнечного света, которое мы используем, например, при создании уличной сцены. Здесь у нас те же настройки. Мы можем изменить цвет, если захотим создать, например, ощущение заката. Возможно, немного увеличим силу. И здесь мы также можем включить Contact Shadow, если захотим. В принципе, настройки такие же, что и для лампы Point. Итак, давайте удалим это и добавим Spotlight. Давайте увеличим мощность, и как вы можете видеть, с этим светом у нас получилось красивое пятно. Здесь те же настройки. Единственное отличие — это форма пятна. Мы можем изменить размер пятна, а также насколько четкой или размытой должна быть граница. И последняя лампа, которая у нас есть, это Area. И эту же лампу мы будем использовать для освещения нашей сцены. Снова давайте увеличим силу. И вы можете видеть, что у нас здесь в принципе те же настройки: Color, Power, Specular. Единственная разница здесь — это форма. В данный момент у нас квадратная форма. Мы можем масштабировать ее здесь в 3D виде с помощью S или с помощью этого виджета во вьюпорте. Вы также можете увидеть здесь, что размер меняется. Если вы не хотите квадратную форму, вы можете изменить ее на прямоугольник, чтобы сделать его шире, например, с одной стороны, не меняя другую. И еще у нас есть диск и эллипс. И вы также можете видеть, что отражение в объекте меняется соответственно тому, как я меняю это на диск. Вы видите, что оно имеет округлую форму. Итак, удалим эту лампу и начнем с нуля. Прежде всего, давайте перейдем к настройкам мира и установим силу на 0. Теперь перейдем в Look Depth. Таким образом мы сможем лучше видеть объекты лампы. А здесь, в окне камеры, мы увидим, как выглядит финальная сцена. Итак, давайте выберем эту коллекцию сцен, чтобы все новые лампы, которые мы будем добавлять, добавлялись в основную сцену, а не в одну из этих двух коллекций. Нажимаем Shift-A и добавляем новую лампу Area. Поднимем ее. И если вам интересно, почему они все время такие темные, это потому, что в начале этих уроков мы задали размеры единицы в сцене равные 0,1. Думаю, из-за этого мощность лампы здесь тоже относительно низкая. Итак, давайте пока установим это значение на 10. И я хотел добиться здесь своего рода трехточечной настройки освещения. Освещение – один из наиболее важных аспектов, чтобы ваша 3D-сцена выглядела красиво. Поэтому неважно, насколько хороши ваши модели, насколько хороши ваши материалы и текстуры, если у вас скучное освещение, например, как это, все будет выглядеть просто скучно и совсем неинтересно. Однако, если мы сейчас настроим освещение, вы увидите, как это кардинально изменится. Итак, начнем с подсветки, которая создаст контур света на наших объектах. Итак, давайте уменьшим масштаб и разместим это где-нибудь здесь, за объектами. Немного повернем его, чтобы он был направлен в сторону яблок. И в нашем случае мне нужна прямоугольная форма. И я хочу сделать это немного шире, увеличив значение X. Прямо сейчас вы можете видеть, что у нас появился этот красивый резкий контур, созданный лампой. И это помогает нам отделять эти объекты от фона. По сути, это очень контрастная разделительная линия, но она есть у нас только здесь, а я хочу, чтобы она была еще и по бокам, и поэтому я увеличиваю размер по X. Теперь вы можете видеть, как это влияет на эти яблоки. Теперь, если обратить внимание сюда, это слишком ярко, поэтому мы включаем Contrast Shadow и немного увеличим расстояние. Далее я хочу получить оранжевый теплый свет, так как хочу, чтобы изображение было теплым. Я добиваюсь теплого настроения, просто меняя цвет на теплые тона. Теперь у нас есть ощущение солнца, чего-то здорового, дружелюбного, чего-то такого. Вот почему я изменил этот цвет. И если я разверну проекцию, вы увидите, что лампа дает нам эту резкую линию и сильный избыток света. Я хочу немного ограничить это, поэтому я включаю Custom Distance, а затем немного уменьшаю значение. Как видите, теперь мы получили более округлую форму. Главное не перестараться, потому что я хочу, чтобы здесь были тени.
И если я немного приподниму лампу, получится красивая круглая форма. Я не использую здесь спот-лампу, потому что отражение от спот-лампы выглядит немного иначе, чем от area-лампы. И я думаю, давайте увеличим мощность до 25 Вт. Что ж, мне это нравится. Давайте продублируем это. Shift-D. Поверните его и расположите где-нибудь более спереди, потому что он является своего рода ключевым светом. Давайте выберем здесь квадрат, значительно уменьшим. Вернем цвет к белому, просто установив RGB обратно на единицу. Я думаю, давайте немного уменьшим мощность. И переместим его немного ближе. Таким образом, свет не должен быть идеально спереди, просто немного сбоку, чтобы мы могли лучше видеть очертания объектов. Contact Shadow у нас также включен, потому что я просто продублировал лампу, а также Custom Distance. Сделаем ее немного дальше, но не слишком далеко. Хорошо, что здесь немного темнее, потому что, как упоминалось ранее, здесь будут наши главные актеры в сцене. Это нож и разрезанное яблоко. Поэтому было бы хорошо, чтобы именно здесь у нас было больше яркости, чем в остальных местах. Итак, давайте продублируем эту лампу еще раз. Поместите ее где-нибудь здесь, с другой стороны, для того, чтобы осветлить очень темные области здесь. Но здесь давайте немного убавим силу. И здесь я хочу получить такой голубовато-зеленый оттенок. Ну, что-то в этом роде. Это хороший контраст с теплым оранжевым тоном. Так мы, по сути, окрашиваем эти тени немного в голубоватый цвет. И я думаю, что если у нас есть это маленькое отражение, это также немного лучше определяет формы объектов и в целом похоже, что есть, например, окно на заднем плане или что-то вроде того. Итак, мы выстроили эту простую, но очень красивую настройку освещения. Если у меня, например, была бы одна обычная лампа Area, то это была бы в принципе эта же сцена, но со скучной настройкой освещения. А это та же сцена, но уже с более интересной настройкой освещения. Итак, теперь давайте внесем некоторые изменения в сцену, и особенно в некоторые материалы, чтобы они вписывались во внешний вид финальной сцены. Прежде всего, давайте выберем этот пол, и вы видите, что здесь проходят линии. И если мы посмотрим на ткань, то увидим этот треугольник, который указывает на это место. Так мы можем назвать это направляющими линиями. Эти линии ведут нас в эту область. Итак, у нас есть эта линия из досок, и я просто понял, что если я немного разверну пол, чтобы больше соответствовать этой направляющей линии, то это будет уместно. Итак, как вы теперь видите, эти линии тоже указывают в этом направлении. Они указывают в этом направлении, и все выглядит немного лучше. Говоря об этом дереве, давайте перейдем в шейдинг, и я только что понял, что если мы посмотрим с точки зрения камеры, давайте отключим оверлей и гизмо вьюпорта, что у нас слишком яркий фон для того, чтобы мы сосредоточились на этой площади. Еще у нас есть эта яркая ткань и еще более яркий древесный материал, который выглядит не очень хорошо. Поэтому я подумал, что было бы круто придать цвет дереву. Для этого выберем пол. Теперь у нас есть шейдер дерева, и здесь у нас есть Node Hue Saturation, чтобы немного подкрасить дерево. Это мы изменим через секунду, но прежде давайте нажмем Shift-A и добавим Node Bright Contrast. И поместим его за нодом Hue Saturation Value. И давайте увеличим контраст. И теперь вы можете видеть, что у нас больше контраста в древесине, что делает этот вид еще лучше. Я имею в виду, что даже это уже очень помогает, как вы можете видеть. Теперь мы можем больше сосредоточиться на этих объектах, но давайте еще поиграем с оттенком и насыщенностью. Прежде всего, я хочу довольно сильно увеличить насыщенность. Теперь у нас есть красный цвет. Зажимаю Shift, кликаю левой кнопкой и, удерживая на значении Hue, немного сдвигаю его в сторону. Как видите, теперь мы можем изменить цвет красного дерева на желтый, зеленый. Зеленый подходит с точки зрения дополнительного цвета и сочетается с красным яблоком. Но я поигрался, и мне здесь немного больше нравится эта смесь сине-зеленоватого оттенка. Итак, если мы посмотрим сюда, это будет выглядеть так, как будто у нас есть дерево с небольшим количеством синей краски, которая каким-то образом отшлифована. И если мы посмотрим с этой стороны, чтобы лучше рассмотреть отражение, это будет очень похоже на пластик. Поэтому давайте немного изменим Color Ramp для Roughness. Давайте изменим его на почти черный, чтобы очень глянцевые пятна были действительно глянцевыми. А этот ползунок переместим сюда.
И тогда вы увидите, что это выглядит так, как будто у нас есть всего несколько глянцевых пятен краски, а все остальное относительно грубое. Таким образом, вся древесина выглядит более реалистично. Теперь давайте посмотрим с точки зрения камеры. Убедитесь, что здесь мы все еще видим немного отражений. И я думаю, чтобы лучше видеть отражение спереди, мы должны перейти к лампе Area оранжевого фона и немного увеличить Custom Distance. Вы можете видеть, что это по сути срезает свет. Теперь мы видим тень от яблока, отражение в ноже, а также отражение на земле, что значительно лучше. Теперь давайте выберем яблоко и, может быть, немного поиграем с отражением. Сделайте его немного более глянцевым в некоторых областях, а в других областях менее глянцевым. И с каплями воды яблоко выглядит действительно влажным, потому что некоторые участки имеют относительно сильный блеск. Давайте выберем эту ткань, и вы видите, что отверстия внутри ткани относительно небольшие, а я хочу видеть сквозь них немного лучше. Поэтому давайте взглянем на Color Ramp, который подключен к альфа, и добавим немного больше черного и немного убавим белого. Теперь корды стали немного тоньше, и теперь мы можем видеть сквозь них немного лучше. Осталось последнее, что я хочу сделать по материалам. Давайте выберем листик и сделаем его немного полупрозрачным. Если вы посмотрите на настоящие листья, когда солнце просвечивает сквозь них, то увидите солнечный свет на противоположной стороне листьев, а также тени. И этот же эффект я хочу получить здесь. Здесь сверху вы можете видеть, что лист отражает свет, а здесь внизу ничего не видно, он просто черный. Итак, что мы делаем? Выделите лист, и для этого нам нужно добавить Translucent Shader. Для этого нажмите Shift-A, Shader, выберите Translucent Shader и поместите его куда-нибудь сюда. И для цвета этого шейдера, то есть по сути цвета, который мы видим на другой стороне листа, мы хотим получить тот же цвет, а также ту же карту рельефа, которую мы соединяем отсюда с инпутом Normal Translucent Shader. Теперь быстро подключимся к Surface, чтобы узнать, что здесь происходит. Теперь у нас есть это яркое пятно на обратной стороне листа, и теперь мы хотим смешать это с основным шейдером. Для этого нажмите Shift-A и добавьте Mix Shader. Поместите его сюда. Теперь давайте соединим Translucent Shader с первым входом шейдера, а Principal Shader со вторым входом шейдера, а выход Mix Shader с входом Surface. Теперь, имея здесь фактор смешивания, мы можем регулировать, чего больше из них мы хотим видеть. Если я установлю это значение в 0, у меня будет только верхний шейдер, коим является Translucent Shader. А если установлю единицу, у меня будет только основной шейдер, а все, что между ними, будет их миксом. Итак, как видите, я установил значение на 0,5, и мы получили здесь эти закругленные края. А если я пойду еще дальше, альфа полностью исчезнет. Вот почему мы должны вычислить альфу после добавления Translucent Shader. Итак, что мы делаем? Давайте просто продублируем Mix Shader, положим его сюда, подключим Mix Shader сюда, к нижнему входу, который является всем, что мы здесь настроили, и цветом, и всем остальным. С Shift-A добавляем Transparent Shader, положите его сюда и подключите к верхнему входу. Итак, теперь, если установлю это значение в 0, мы будем использовать только Transparent Shader, который, как вы можете видеть, просто прозрачен. Если я установлю здесь единицу, мы сможем видеть только все остальное. И теперь я хочу использовать альфа-маску для прозрачной информации этого изображения листа в качестве фактора смешивания. Это просто черно-белое изображение, лист белый, а внешняя часть черная. И теперь черные части будут показаны как прозрачный шейдер, а белые части будут показаны как все остальное здесь. Теперь у нас есть хорошая альфа, и теперь мы можем поэкспериментировать с этим микс-шейдером, чтобы изменить силу прозрачности. И как видите, это работает. И поскольку оба листа используют один и тот же материал, вы можете видеть, что это меняется на обеих одновременно. Это делает все немного более реалистичным, и, возможно, мы сможем немного изменить глянцевость. Наверное, на мой взгляд, он слишком глянцевый. Итак, тот же эффект, что мы добавили к листу, мы также можем добавить и к ткани, потому что она тоже немного полупрозрачна. И здесь я использую ту же технику. Прежде всего, нажмите Shift-A, добавьте Translucent Shader, Mix Shader сюда и Transparent Shader сюда. И давайте продублируем это. Подключим все в правильном порядке.
Этот Translucent Shader я соединяю с Color и Normal Map. И Mix Shader для Transparency, чтобы прозрачность снова работала. На этот раз мы соединяем Color Ramp с Alpha, который определяет альфа-канал. Итак, вы можете легко изменить коэффициент здесь, и вы можете видеть, что здесь свет проходит сквозь ткань. Как видите на примере яблока, эта ткань также взаимодействует с тенью, которая с другой стороны попадает на объект ткани. Однако на самом деле она не взаимодействует с чашей, которая находится под тканью. И я не нашел способа решить эту проблему. Если вы найдете способ, дайте мне знать в комментариях под этим видео. Тем не менее, мы создадим окончательный рендеринг с физическим движком рендеринга Cycles, который не будет отображать здесь эти ошибки. Так что для отображения в реальном времени это абсолютно нормально, и если мы просто добавим здесь небольшой эффект полупрозрачности, мы все равно не увидим его, и все равно, я думаю, вся ткань будет выглядеть намного лучше. Посмотрите сюда. Думаю, это выглядит намного лучше и вписывается во всю сцену. Итак, теперь у нас есть эта красивая сцена, мы настроили освещение и все материалы, и теперь мы можем перейти к визуализации сцены. Не забудьте сохраниться. Да, ребята, теперь вы знаете, как использовать источники света в Blender и как настроить хорошее освещение в сцене, чтобы создать хорошее настроение. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на этот канал и отметить колокольчик под этим видео, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вы хотите расширить свои знания о Blender и насладиться нашими уроками, вам также может понравиться наш курс Blender 2.8 Launchpad, который представляет собой исчерпывающее введение в Blender 2.8 с короткими видео, забавными и простыми для понимания упражнениями, и в конце вы создадите полностью анимированную автомобильную сцену, подобную этой. Если вы хотите узнать больше и посмотреть бесплатные предварительные видео, кликните по ссылке в описании этого видео. Спасибо за внимание, ребята. В следующем видео мы более подробно рассмотрим движок рендеринга Eevee со всеми настройками, некоторыми хорошими эффектами, которые мы сможем включить, и узнаем, как экспортировать окончательное изображение. Увидимся там. Пока.